Какой-то странный инстинкт подсказывал мне с детства, что жизнь, которую все мы ведем, принципы ее устройства расходятся с реальной действительностью, и долго так продолжаться не может. Я чувствовала, что все вокруг нас охвачено брожением, возревают силы и тенденции, о которых мы даже не ведаем. Однако есть нечто, что сохранилось во мне из прошлого, и что я ценю превыше всего на свете. Это любовь к родине. Это глубокое чувство привила мне моя семья. В своих великих деяниях и даже в своих ошибках все поколения Романовых ставили интересы и славу России выше каких бы то ни было личных выгод. Россия была частью их души и плоти. Ради нее они всегда были готовы всем пожертвовать, и они доказали это своей жизнью. Я молюсь, чтобы их сила духа поддерживала меня до конца моих дней. Мария Павловна Романова, дочь великого князя Павла Александровича, двоюродная сестра императора Николая II. Ее мемуары впервые были опубликованы в Нью-Йорке в 1931 году. На русский книгу переведут значительно позже, только в 2004. Павел Александрович, сын императора Александра II, потерял жену при ее вторых родах. Так на свет появился Дмитрий Павлович, младший брат Марии. Их детство проходило в одном из дворцов на Неве, а также в Ильинском, где летом жили Сергей Александрович, их дядя, и тетя Элла, его жена, родная сестра императрицы Александры Федоровны. Я думаю, что у каждого из нас есть такие детские летние воспоминания, которые обычно связаны с деревней, с речкой. И в этом смысле не была исключением великая княжна Мария Павловна. Самые прекрасные, самые радостные воспоминания моего детства связаны с Ильинским. Здесь родился Дмитрий, здесь мы все росли. Это наш маленький мирок на просторах огромной России. Те неразрывные узы, что связывают меня с родной землей. Освободившись, мы обычно устремлялись под тень деревьев или к воде, где играли, а когда стали постарше, то часто ходили в это время купаться. На берегу среди зарослей у нас была своя маленькая кабина с замшелыми и скользкими ступенями, уходящими в воду. Мы по очереди раздевались там и спускались к реке, которая не была ни чистой, ни глубокой. Справа от кабины было подобие пляжа с мелким песком. Здесь обычно располагалось на солнце деревенское стадо. Отсюда доносились мычание коров, блеяние овец и крики деревенских ребятишек, пришедших купаться. И все это создавало особую атмосферу лета в Ильинском. Когда в жаркий июльский день я прикрываю глаза, мне кажется, что я снова слышу их. В 1902 году Павел Александрович женится на женщине без титула, Ольге Полей. Скандальный мезальянс заставит императора сослать его во Францию, лишив всех привилегий и передав опекунство над детьми его брату с женой. Несмотря на юный возраст и обособленность воспитания, Мария начинает улавливать столь быстро меняющееся настроение толпы. Она описывает эпизод, когда в самом начале войны с Японией в сквере их московского дома собирается патриотическая манифестация, которая быстро переходит в пьяный дебош, в их окна бросают бутылки и выкрикивают оскорбления. С самого начала нечто подсказывало мне, что эти манифестации добром не кончатся, и хотя мне было только 13 лет, я высказала свои соображения на этот счет одному из дядиных друзей. Я считала, что толпа использует патриотические чувства лишь как предлог для беспорядков, и власти неправильно делают, что не вмешиваются. Даже тогда я понимала, что толпой управляет смутный инстинкт, ее поведение непредсказуемо и всегда опасно. В моем детском мозгу стали возникать мысли, которых никогда прежде не было. Шел 1905 год, Россию охватили массовые беспорядки и студенческие демонстрации. Их семья была вынуждена переехать в Кремль,
потому что оставаться в доме было уже небезопасно. Однажды семья выезжает в Большой театр на благотворительный концерт. Группа террористов, которые следят за передвижениями Сергея Александровича, была предупреждена, и один из них по сигналу сообщника должен был бросить бомбу в карету. Сообщник, узнав о том, что в карете находятся дети, сигнал не подает. Спектакль тем вечером был великолепный. В нем играл Шаляпин уже в зените своей славы. Зал сиял драгоценностями и парадными нарядами. Никто и ведать не ведал о катастрофе, которую мы только что избежали. Спустя 2 дня группа террористов все же доведет дело до конца, и Сергея Александровича Романова, московского генерал-губернатора, разорвет бомбой. Прошла зима, и как только повеяло весной, мы поехали в Царское Село на Пасху. Здесь тоже атмосфера была далека от праздничной. Императорская семья жила в ожидании гибели и политического переворота. Война с Японией продолжалась, не обещая ничего хорошего. Положение становилось все более сложным и даже критическим. Слабое, нерешительное, трусливое правительство, не способное предпринять каких-либо активных действий, оставалось равнодушно безучастным и позволяло событиям стремительно развиваться самим по себе. Настала пора политических убийств и вооруженных выступлений. В апреле мы присутствовали на открытии Государственной Думы в Зимнем дворце в Петербурге. Предполагалось, что это ознаменует начало новой эры, когда верховная власть будет нести ответственность в принятии решений перед народом и считаться с его мнением. Но в условиях ограничения пределов своей власти император не имел намерения идти на серьезные уступки. Создание Думы было полумерой, вынужденной и чисто формальной. Россия оставалась охваченной смутой и брожением. Еще юная Мария узнает о том, что ее тетя Элла планирует ее брак с шведским принцем Вильгельмом. К идее о браке с иностранным принцем девушки из царской семьи были приучены с детства, но, несмотря на это, по мере того, как она знакомится с будущим супругом, она выказывает серьезные сомнения в их счастливом браке. Ее попытки разорвать помолвку не увенчались успехом, и она уехала в Швецию. Мне было дано все, но я чувствовала себя беспомощной. Меня всегда оберегали, опекали, наставляли. Я не обладала собственной инициативой, не была готова к самостоятельному поведению. Предпочтение отдавалось посредственности, так было надежнее и безопасней. И это верно не только для России, но свойственно королевским кругам повсюду. Переезжая из одной страны в другую, я не меняла своей среды. На смену моей тете придут другие тети, вместо гувернантки будет фрейлина. Я не видела столь желаемой существенной перемены, и это в высшей степени тяготило. Мне была неведома простая искренняя дружба. Я так мало знала о том, что теперь покидаю, о России, ее жизни, ее величии, ее обширных пространствах, ее бесконечно разнообразных красотах. За исключением брата, я ничего не оставляла позади себя, ни семьи, ни дома, ни привязанностей. Но несмотря на печальные воспоминания о детстве, несмотря на пустую, бесцельную жизнь, которую я вела, несмотря на отсутствие глубоких связей с родиной, я почему-то испытывала преданность и любовь к своей громадной, таинственной стране. Не зная ее, я понимала ее инстинктивно, я чувствовала ее недостатки, ее безграничные возможности, ее безрассудство и ее мудрость, и в душе на протяжении всей своей жизни продолжала считать себя русской. Я Алина Гуринова-Реале, и это «Русский портрет». Наш проект нуждается в вашей поддержке. Если вам интересна тема русской идентичности, русской культуры и иммиграции, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. До встречи!